Здравствуйте, дорогие друзья, мои любимые подписчики и гости канала. Мы приехали на дачу и посмотрите, весь снег растаял. Ну, практически маленькие островочки, как в апреле. И муж мне предлагает сходить за грибами в лес, потому что хотели посмотреть. Может быть, и грибы есть. Собаки гавкают со всех сторон, активизировались. Да вообще, сегодня 1 февраля. Когда такое было? Никогда на моей памяти такого не было. Вот где сугробы были, где мы дорожку чистили, там еще снег. Можно полоть уже. Ну, правда, на следующей неделе обещают опять, ну, не прямо морозы, -2. Но это плохо, наверное, для растений. Когда они проснулись, начали уже как-то думали, что весна, почки выпускать. А тут опять морозы. Не знаю, посмотрим. С погодой черти что творится, конечно. Мы когда ехали сюда, у нас по лесу, когда вот грибы, машины на обочине стоят. Ну, когда прям сезон, много машин. Но сегодня одна стояла. Может быть, и есть. У нас рядом деревня Грибово. Не зря же ее так назвали. Ну вот мы на этих пнях собирали, ну не пнях, а бревнах, собирали в позапрошлом году опять было много. Но сейчас вот нету. Пока не видно. Сейчас уже темнеть скоро будет. Время 4 часа. Я уж вышла так просто по сторонам посмотреть. Но пока не видно грибов. Ну, я отошла на 70 метров от своего забора. Может, где-то, если километраж намотать, и найдется пара грибочков. Как бы клещи еще не нацеплять. Правда, я одета в зимнюю одежду, поэтому вряд ли. Но говорят, что активизировались уже клещи. Или клещи. Клещи, наверное, правильно. Нету снега в лесу уже. Посмотрите. Вот. Все растаяло. Но как бы он не пошел нам в мае или в июне с такой погодой. Было бы неприятный сюрприз. Но еще я хочу сказать, что кроты-то не дремлют. Посмотрите, какие они тут роют мне кучи. И вот тут. Да, кроты-то не дремлют. Мне кажется, смородина уже начала почки выпускать. Дальше будет мороз. А это мы уже на следующий день, 2 февраля, приехали, в воскресенье. Решили накрыть сеном вокруг растений, у которых поверхностная корневая система. Смородина, малина. Сено на чердаке у нас было, несколько мешков старых, еще пару лет лежали, наверное. И оно вот пригодилось. Вон там вот накрыли, где качели старые. Снега нет, поэтому хотя бы замульчировали, чтобы не померзла корневая вся система растений. Только на клубнику у нас не хватило, но решили клубнику накрыть хотя бы картоном. У нас картонки тоже лежали. Вот так вот. Получше потом прижали, не посередине, а по краям картонки. Вот так вот выглядит наш пруд. Это вчера он так выглядел, 1 февраля. Муж у меня сходил, очень просил открыть ему дом, чтобы он достал коньки. Но я не открыла, потому что ну куда? А сегодня пришлось открывать дом, потому что сено нужно было достать с чердака. И он, из-за того, что дом был открыт, ухватил коньки. Я и не заметила, когда... Видишь, Нортвей. Нортвей. Еще встать бы потом. Я помогать не буду. Вставать? Ничего не буду. А тащить меня будешь оттуда? Нет, сам будешь. Ну, по весне приедешь. Там тебе по грудь. По весне приедешь, заберешь.
Пруд сегодня вот так вот выглядит. На это ледовое шоу. Даже сосед вышел, там видно немножко в красной куртке он вышел посмотреть. Нормалек. Смотри, замерзла. Замерзла и не отмерзает главное. Нет, здесь была вода. Я вот лед бросал в воду. Здесь вода такая была. Не ходи. Олег, Трейси! Нельзя, Трейс! Ты ее Смотри, лапы ей не порежь. Лапки не покалечат. Да я знаю. Вот когда говорят «седина в бороду, без в ребро», это про моего мужа. Зайка. Трейси, иди сюда. Трейси! Ко мне. Пока еще ни разу не... Ко мне. Давай. Я чувствую, нога Беги. хорошо будет. Кто лапы тебе порежет? Иди сюда. Трейси. Я уйду, пожалуй, от греха. Ну что, накатался? Да. Стой, Трейси. Хорошая собака, стой. Не надо за придурком бегать. Ой, да ты фигурист. Ну, финал. Не надо мне такой финал. Как всегда по выходным у нас на даче чаепитие с вкусняшками. Смотрите, какие трубочки с кремом огромные мы купили. Одна трубочка 44 рубля. Очень приятно. У Трейси началась линька, поэтому мы ее еще решили почесать. Смотрите, уже почти целый пакет шерсти начесали. Я нашла немножечко петрушки, она такая подмерзшая и маленькие такие веточки, но все равно было приятно ее найти. Но вообще день провели, конечно, очень даже продуктивно. Муж накатался на коньках, теперь ноги болят. Ну, вот этот у нас чебрец уже растет вовсю, ну, наверное, под снегом рос. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, конечно же, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. И большое спасибо всем, кто досмотрел до конца.